Всем привет! Сегодня распакую вот эти вот рамки Porsche. Это их упаковка оригинальная. Две рамки я покупал. Номера для заказов. Вот они. Переписывайте кому надо. Заказывайте. Итак, распакуем и посмотрим, какие же там рамки. Распакуем первую рамку. Сейчас достану коробку. Коробка на ощупь приятная. Так, сама рамка. Рамка в коробке вверх ногами лежит. Так, в коробке больше ничего нету. Сама рамка вот так вот выглядит. Смотрите. Здесь номер какой-то, артикул. Вот он. Вот так вот видно. Хорошо. А здесь рядом надпись «Юрт». То есть сама рамка вот такая вот. Здесь смотрите, кстати, резиновые вот эти вот прокладки такие. То есть здесь пластиковый корпус, а здесь резина. Сделана, чтобы краска не царапалась об пластик. Вот этот. То есть вот они, эти красные, их достаточно хорошо видно. Так, сама рамка у нас вот таким вот образом защелкивается, то есть получается вот так вот она входит. Когда установите номерной знак. Вскроем сразу вторую рамку. Посмотрим. Может быть, какая-нибудь разница вдруг или брак попадется. Такая же коробка по качеству. Снова также рамка вверх ногами. Так, но рамка одинаковая, такие же здесь надписи. Все, в принципе, то же самое, то есть отличий нету. На ощупь пластик достаточно качественный. Больше всего мне понравилось вот эти вот резиновые прокладки, чтобы не царапать машину номерными знаками, то есть вот этими вот корпусами. Ну, а это уже надпись на любителя. Посмотрите на номерные рамки и обратите внимание, что весь пластик номерных рамок и их креплений весь однотонный, черного цвета, без переливов. Скидываю аналогичную рамку без надписей, подходящую именно для всех марок авто. Посмотрите на номерную рамку на фотографии, это не дефект фотосъемки, это действительно рамка такая, что у нее присутствует перелив уже по пластику, то есть такая немного белесая, в отличие от рамки Porsche. Прикрепил я
рамку наперед. Если, к примеру, заднюю рамку вообще нету проблемы прикрепить крышки багажника на свои родные крепления, то с передней рамкой пришлось немного повозиться, так как если посадить ее вот так вот, то есть по вот этому вот уровню бампера вровень, то получается так, что рамка заканчивается вот здесь вот, и вот это вот крепление снизу, вот так вот получается, оно одевается, и его просто не одеть. То есть номер, вот эта вот номерная рамка, она впирается в вот этот бампер часть, и ну дальше юбка идет. То есть это получается неудобно. Здесь идет такой вот изгиб бампера. Вот у меня палец пролазит туда, то есть здесь как бы яма получается. Смотрите, здесь по креплениям, то есть получается реально, где можно прихватить вот эту вот рамку, это вот в этих вот районах, то есть в верхних креплениях. А здесь уже середина идет вот такой вот палец, то есть. Ну и в нижней части я сажаю на вот такие вот саморезы. То есть мне, допустим, достаточно неудобно будет использовать вот такие вот маленькие крепления, так как шляпка у этих саморезов достаточно большая. Вот здесь мне пришлось доработать сверлом вот эти вот крепления, чтобы посадить вот эту вот рамку. То есть вот так вот она сидит достаточно крепко. И то есть теперь появилась возможность установить вот этот вот последний элемент вот этой рамки. Кстати говоря, я был удивлен, что здесь присутствует вот этот вот вюрт в этой рамке Porsche. У меня просто слов нету, но что же делать? Также здесь вот этот вот логотип. Аналогичную номерную рамку я нашел в Virtual Market, только без надписи Porsche Exclusive Manufacture. Показываю сама рамка номерного знака. Вот так вот выглядит. Получается, это она в сборе. Ну, соответственно, перед тем, как поставить вот это вот последнее крепление, необходимо сюда засунуть номер. Номер вот так вот засовывается и встает на свои крепления. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!